послеоперационном периоде всегда есть реакция организма на хирургическую травму, потому что операция – это хирургическая травма. В дальнейшем, в течение 2-3 недель мы не рекомендуем летать на самолете. Во время самого полового акта меняется гомеостаз женского организма. Это тоже влияет на процесс формирования тонкой капсулки, то есть специального рубчика вокруг импланта. Добрый день, дорогие зрители канала Grace Clinic. Меня зовут Вадим Симонов, я пластический хирург клиники Grace Киев. Сегодня поговорим про то, что же происходит после операции по увеличению груди. Какие ощущения, кроме радости, конечно, испытывают женщины, какие есть периоды восстановления и что мы делаем в Grace, чтобы восстановление прошло максимально комфортно. Увеличение груди, по-другому она еще называется аугментационная маммопластика, выполняется в нашей клинике под общей анестезией, то есть наркозом. Вы спите, абсолютно ничего не чувствуете. В течение часа происходит операция, и прямо на операционном столе, пока вы спите, одевается специальная компрессионная маечка. Мы используем современные импланты, как правило, европейских и американских фирм, анатомической формы, то есть в виде капельки. Они дают максимально красивую, хорошую грудь. Первый послеоперационный период – это первые сутки после операции. Пациентка находится в стационаре. Это необходимо для того, чтобы мы могли полностью проконтролировать работу всех функций и органов систем всех пациентов, для того, чтобы мы понимали, как проходит острый послеоперационный период, чтобы мы могли в этот период вводить лекарственные препараты для уменьшения боли, для нормальной работы всех органов и систем. Первые сутки, кроме того, что мы даем пациенту какие-то лекарственные препараты, мы, естественно, обеспечиваем достойный уход, а именно в одноместной палате пациентка получает вкусную, красиво оформленную еду. В стационаре мы проводим специальные манипуляции в виде перевязок. Эти перевязки, как правило, носят безболезненный характер для того, чтобы контролировать, как проходит этот острый период, это первые сутки. На следующий день после операции осмотр пациентки, так называемая перевязка, и отпускаем пациентку домой. Необходимость пребывания в стационаре сутки – это характерно именно для нашей клиники, потому что, скажем, в США после такой операции пациенток отпускают уже через час-два после операции. Но мы решили для себя, что для того, чтобы снизить риск развития осложнений в ближайший период, это первые сутки после операции, мы должны наблюдать за пациенткой. И не просто наблюдать, а с помощью специальных препаратов контролировать деятельность организма, а именно артериальное давление, насыщение крови кислородом, сознание и состояние пациентки, снимать болевой синдром. Это позволяет нам существенно снизить риск ранних послеоперационных осложнений. И как показывает опыт, нам это удается. Когда мы говорим о том, что в течение суток мы контролируем состояние пациентки и таким образом уменьшаем риски послеоперационных осложнений, то в первую очередь речь идет о таком осложнении, как кровотечение. А вторая история – это боль. Конечно же, первые сутки – это наиболее болезненный период, и за счет введения специальных препаратов мы существенно снижаем эти болевые ощущения. И пациенту легче, и домой он уже уходит практически без боли. Безусловно, на вторые, третьи, пятые, седьмые сутки болевые ощущения у пациентов есть. Мы рекомендуем специальные лекарственные препараты для уменьшения этих болей, но эти боли переносятся уже существенно легче, чем если бы не было вот этого раннего послеоперационного периода в виде суток пребывания в стационаре. В дальнейшем, когда уже пациент уехал домой, то в течение первой недели мы встречаемся на осмотре, то есть в перевязках, как правило, 2, редко 3 раза в течение первой недели. Мы на перевязках контролируем состояние молочных желез, насколько выраженный отек молочных желез, есть или нет какие-то гематомки, насколько выражены синячки. И в связи с этим мы контролируем также состояние шовчиков, насколько это все выглядит так, как должно быть, для того, чтобы получить идеальный результат. Если же мы видим какие-либо изменения, то у нас есть возможность в этот ранний послеоперационный период, а именно в течение первой недели,
назначить определенное лечение для пациента для того, чтобы снизить уже отечность, либо синячки. В послеоперационном периоде всегда есть реакция организма на хирургическую травму, потому что операция – это хирургическая травма. Она всегда проявляется в виде отечности, и она всегда есть. Но нам важно контролировать не то, есть она или нет, потому что она обязательно должна быть. Нам необходимо контролировать, насколько она выражена. Если она входит в понятие нормы послеоперационной отечности, мы вместе с пациентом довольны и каких-то дополнительных действий не предпринимаем. Если же мы видим, что что-то происходит не так, мы, естественно, тогда подключаем нашу медицину в виде специальных гелей, мазей, лекарственных препаратов, таблеточек, либо уколов для того, чтобы снизить эту более выраженную отечность, либо были более выраженные синячки. Наша задача первую неделю встречаться чуть почаще, чем обычно, для того, чтобы контролировать данную ситуацию, чтобы видеть, что в вашем случае все идет так, как должно идти, то есть нормально. А спустя неделю после операции в дальнейшем мы уже чуть реже встречаемся, потому что вот самый такой острый период проходит, мы уже меньше боимся осложнений. И в дальнейшем в течение ближайшего месяца мы встречаемся, как правило, раз в неделю. Когда проходит месяц после операции, в дальнейшем мы встречаемся через 2 недели на осмотре на перевязке. Когда проходит 1,5 месяца после операции, мы встречаемся потом еще через 1,5 месяца после операции. В дальнейшем мы просим для того, чтобы наблюдать пациента, встречаться раз в год, для того, чтобы мы были уверены, что все благополучно, импланты лежат хорошо, сформировалась определенная тонкая капсулка, которая фиксирует имплант, и все с пациенткой прекрасно и с имплантом тоже. Что касается ограничений, которые существуют в послеоперационный период, они очень важны. Почему? Потому что мы, как хирурги, очень хотим, чтобы импланты, которые мы ставим, чтобы они максимально прижились в правильном положении и максимально хорошо лежали, чтобы не было процесса так называемой реакции организма на имплант, то есть чтобы не было реакции отторжения. В связи с этим есть определенные ограничения. Какие именно ограничения? Ну, повторюсь, первые сутки пребывания в стационаре раз. В дальнейшем, в течение 2-3 недель мы не рекомендуем летать на самолете, потому что перелет на самолете в связи с изменением давления атмосферного внутри самолета может привести к таким осложнениям, как увеличение отечности, появление дополнительных болей, появление дополнительных кровотечений и гематом, что может потребовать повторных операций. Дальнейшим ограничением является, может быть, я скажу немножечко неприятное для пациента и для ее мужской половины, это в течение месяца после операционного периода должен быть исключен секс, причем должен исключен быть любой вид секса. Проблема не только в возможной механической травме и последующей после этого осложнения в виде кровотечений, но и во время самого полового акта меняется гомеостаз женского организма. Это тоже влияет на процесс формирования тонкой капсулки, то есть специального рубчика вокруг импланта, который даст возможность сформировать необходимую тонкую косметичную капсулку внутри организма для того, чтобы прижился лучше имплант. Следующее ограничение, которое мы, как правило, назначаем пациентам, это 6 недель, то есть 1,5 месяца ношения специального компрессионного белья. Это такая медицинская маечка, в которой пациентка, к сожалению, должна ходить первые 6 недель, то есть 1,5 месяца, и днем, и спать ночью. Только снимаем эту маечку во время приема душа. Можно принимать ежедневно душ, начиная с 5-7 дня после операции. А так необходимо все 6 недель носить маечку. Почему? Мы используем в основном анатомические импланты. Анатомические импланты – это такие капельки, которые имеют конкретно 3 типа размеров. Это высота, ширина и проекция, которая дает правильную анатомическую форму. Когда мы укладываем необходимую зону для увеличения груди, он именно так и должен прижиться. Вот для того, чтобы он прижился в правильном положении, сформировалась тонкая косметическая внутренняя капсула, вот эти 6 недель необходимо фиксировать молочные железы вот этим специальным медицинским бельем. Более того, могу вам сказать, что по своему опыту большинство осложнений, которые возникают в послеоперационном периоде спустя год, 2, 3 и более, как правило, развиваются именно в связи с тем, что вот эти 6 недель нужно относить эту медицинскую маечку. Она достаточно плотная, она не всем нравится пациентам, но она дает возможность существенно снизить риск послеоперационных осложнений. О чем идет речь? Послеоперационные осложнения могут развиваться такие проблемы, как
формирование толстой капсулы, то есть капсулярная контрактура, что требует повторной операции. Хроническая серома, это когда жидкость скапливается вокруг импланта, это тоже требует повторных операций. Это смещение импланта, которое требует тоже повторных операций. И разрыв оболочки импланта, который тоже требует повторных операций. Во многом зависит от того, насколько удалось пациентке проносить, не снимая 6 недель, то есть 1,5 месяца, вот это наше компрессионное белье, нашу маечку. В дальнейшем, через 1,5 месяца, я рекомендую еще 1,5 месяца, то есть еще 6 недель, носить уже не медицинскую, не очень удобную маечку, а уже свой спортивный топик, который позволяет тоже в какой-то степени беречь грудь от каких-то случайных лишних движений и дает возможность еще лучше прижить имплант. Через 3 месяца после операции уже капсулка формируется достаточно такова и фиксируется так имплант, что уже можно носить любое белье, какое вы хотите, либо ходить без белья, если импланты не очень большие по объему. Если изначально грудь очень маленькая и импланты не очень большие и вес небольшой, то, как правило, процесс отвисания груди происходит очень медленно. Если же своя грудь была достаточно, не маленькая, 1-2 размера, и вы увеличили ее еще существенно, до 3-4, либо более размера груди, то тогда процесс отвисания идет более быстро. И тогда мы, естественно, рекомендуем в течение всей жизни большую часть своего времени проводить все-таки либо в топике спортивном, либо поддерживающем бюстгальтере, для того, чтобы процесс отвисания происходил медленнее. Очень важно, я знаю, что на сегодняшний день очень многие пациенты следят за собой и ведут здоровый образ жизни, который включает занятия физкультурой и спортом. Есть ограничения и по занятию физкультурой. Первые 6 недель, то есть 1,5 месяца, к сожалению, нельзя заниматься ни физкультурой, ни спортом. Что можно? Возможно, ходьба. Ходьба на свежем воздухе, не спеша, слушая свой организм, устали, отдохнули, снова можно ходить. Через 1,5 месяца после операции постепенно можно вводить определенные упражнения, какие мы, как правило, обсуждаем с пациентом, с каждым конкретно, с тем, чтобы постепенно с 1,5 месяцев до 3 месяцев выйти на полный объем выполнения физических упражнений. Что лично я по своему опыту не рекомендую пациентам в послеоперационном периоде в течение жизни. Для того, чтобы максимально правильно и долго лежал вот этот капелька анатомической формы имплант, чтобы он не переворачивался, не крутился, я рекомендую либо уменьшить, либо исключить упражнения, динамические упражнения на большие грудные мышцы. Почему? Потому что в большинстве случаев имплант прячется под мышцу. Не у всех, не всегда, но достаточно часто он прячется под мышцу. В результате работы этой мышцы очень часто начинает двигаться имплант. И он может либо постепенно перетираться оболочкой и разрываться через несколько лет, либо смещаться на сколько-то градусов по оси. Поэтому я рекомендую в течение жизни не выполнять упражнения на большие грудные мышцы, а именно динамического характера. Статические упражнения можно. Например, сегодня для здоровья очень многие занимаются йогой, то есть в статике нагрузка, она возможна, она не влияет никаким образом. Второе, прыжки. Сегодня тоже очень модно заниматься прыжками. Во время этих прыжков точно так же необходимо одевать компрессионную плотную маечку для того, чтобы имплант постепенно не растягивал как саму молочную железу, так и не растягивал полость, в которой он находится, потому что это может как усиливать и ускорять процесс отвисания молочной железы, так и он может смещаться и переворачиваться. Поэтому вот определенные ограничения по занятию физкультурой и спортом мы, как правило, даем. Но это уже носит больше индивидуальный мой характер, учитывая мои знания, опыт и понимание этого процесса. То если пациент выполняет строго все рекомендации доктора, как в ранний послеоперационный период, так и в поздний послеоперационный период и в течение всей жизни, то, как правило, удается сохранить форму молочной железы максимально долго, и можно будет не менять импланты очень много-много лет. Помните, реабилитация после операции может быть достаточно комфортной. В Грейс мы заботимся о каждой пациентке, поэтому вы точно можете быть уверены в результате. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал и социальные сети Facebook и Instagram. Грейс для тех, кто выбирает себя.